Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Мальфаровой свече. Я предлагаю сейчас вам, мои хорошие, мы с вами сделаем вызов мужчины, который вам дорог, который вам нравится, с которым вы хотели бы свидание, встречу, любовь, взаимность и все, что вы хотите, да? Для кого-то это новый, может быть, мужчина, который вам просто нравится, да, вы хотите, чтобы он как-то проявился в вашу сторону. Для кого-то, может быть, у вас с ним уже есть отношения, но, может быть, трения какие-то есть, да. Подумайте сейчас об этом человеке, и он в очень скором времени проявится. Он проявится к вам. Сейчас представьте его образ, проговорите его имя вслух или про себя, как угодно. Можете приготовить фотографию, да, рядом с собой положить, если хотите. Настройтесь таким образом. Если вы просто хотите мужчину, визуализируйте, представьте себе такой образ такого человека, которого вы бы хотели пригласить в свою жизнь. И мы с вами начинаем. Ну, поехали. Вот такую приготовила сегодня свечу. Будем с ней работать. Свеча заговоренная. За работу. Так. Я вижу, что стоит какой-то человек у порога прямо. Вот как топчется, знаете. Как будто душа его тянет войти в эту дверь. Это ваша дверь, девочки. Но что-то и не пускает. Может быть, какой-то страх, неуверенность в вас, либо в себе, либо в какой-то ситуации, в которой он оказался сейчас. Но он, девочки, уже на пороге, и он обязательно проявится. Мы вызвали, и он пришел. Это человек, с которым у вас, ну, как бы уже что-то есть, либо было. Это не новый. Так. У него на душе вот прямо дождь идет. Это слезы, девочки. Ему нехорошо на душе сейчас. Ему без вас плохо. Я вижу, что какая-то дама пыталась вас как-то заместить, как бы на ваше место, на ваш этот, скажем, трон в его сердце, да, усесться. Но он ей не позволил. То есть ваше место в его душе, в его сердце никто не занял. Даже если было у него что-то с кем-то. Это не та женщина, которая может вас заменить. Ему вы нужны. Ему нужны именно вы. Человек проявится. И очень много пролито слез. Мужских слез, скупых, да, таких, которых никто не видит. Но они были. Знаете, есть выражение, да? Хочется все прям вот с чистого листа ему начать. Вот только как это сделать? Как подступиться? Такое ощущение, что он и правда как-то подъезжает. Допустим, если вы живете там в одном городе либо поселке, что есть такое, что он подъедет, посмотрит в окна и дальше едет. Если вы где-то на расстоянии, значит, заходит, смотрит, как вы, что вы, там, ваш профиль, ваши соцсети. Дальше. Так, есть мужчина, очень гордый. Здесь такое ощущение, что вот женщина что-то не то сказала, да, как-то его то ли обидела. Может быть, сама даже не задумалась, да, ну как бы со стороны женщины ничего и страшного. А его это как-то задело, как-то так укололо. И потерялся, вот не проявляется, да, не показывается, куда как будто делся, да. А он, девочки, вот гордый очень. И вот носит в сердце своем вот эту обиду. Она прямо вот заноза, вот заноза прямо. И как бы думает часто о женщине. Пока что не созрел проявляться, но и не забыл. И вы знаете, я вот вижу в перспективе, как вот эта заноза будет вот смягчаться. Знаете как? У него будет разговор серьезный с одним взрослым человеком. С взрослым, который уже как бы прожил жизнь. И вот этот человек, я так понимаю, что вот он ему скажет какие-то такие слова, найдет к его сердцу, ключик подберет. Когда вот он ему объяснит, да, что если любишь, если даже не права женщина, подумай хорошенечко, а если вот ты только ее будешь любить целую жизнь, да,
Если больше сердце не отзовется ни на кого, а будешь ли ты жалеть о том, что вот из-за такой глупости вот вы расстались, да? Вот поговорит он с кем-то, душа откроет свою душу какому-то взрослому человеку. И это мужчина причем. Вот. Может, даже случайный какой-то попутчик, да, а может и родной человек. Вот кто-то его, вот после этих слов развернется, он как-то переоценит все. Смотрите, сколько пар выливается. Вы видите, вот прямо девушка на руках, женщина. Вот стоят в обнимочку, вот, паруются, люди паруются. Этот мужчина, невзирая на его вот эту гордость, он проявится, девочки, он проявится. Он все поймет, расставит вот приоритеты, что более важно, что менее важно. Так что ожидайте. Так, а здесь вижу, кто-то все-таки думает сейчас, кто-то визуализирует именно образ новое знакомство вы хотите. И, конечно, такой человек в вашу жизнь зайдет. Давайте о нем посмотрим немножко. Так, вот вокруг него я вижу много людей, причем как-то люди в паре, да, ну, например, у одного друга уже есть там женщина или жена, или любимая женщина, у другого, у третьего, а он как один. И такое вот ощущение, он как завидует немножечко этим своим друзьям, что вот они в таких, ну, в классных, в тепле, в любви, да, в паре, и хорошо им, он видит, что им хорошо. Вот у него на глазах как раз очень такой положительный пример отношений. И ему вот тоже очень хочется, но у него есть свой образ, понимаете, свой образ, какую он хочет женщину встретить. И здесь не только про внешность. Да, у нас у всех есть свои приоритеты, желания, кто нам нравится, кто нет. Но у него тут еще есть такая, ну, как бы претензия, что ли, какая душа должна быть, какой должен быть человек, ему это очень важно, внутренний мир. Вот. И причем это касается не только там молодых, да, в любой возраст, любой совершенно. Вот он ищет такой, вот чтобы души тоже откликнулись, понимаете, друг другу, не только тела, скажем так, да. И вот у вас будет знакомство с человеком, с этим, и он в вашем образе, в вашей личности увидит именно ту женщину, которую он искал, которую хотела его сердечко, с которой готов он жить, идти по дороге жизни. Так, я вам хочу сказать, вы когда увидитесь, познакомитесь с этим человеком, у вас будет ощущение, что вы друг друга знаете просто 100 лет. Вот будет такой момент, ну, что вы говорите, не можете наговориться. Все вот какое-то полное взаимопонимание идет, и общие темы, общие интересы. Человек этот будет вас понимать, а вы будете его понимать. Вы расскажете друг другу все до капельки, как до дна, знаете, все пережитое, потому что у него тоже за плечами там свои трудности, конечно, есть. Вот, да, встретите свою половинку, девочки. Поэтому мы сейчас вызываем эту половинку, и человек этот очень скоро. Мы как бы ускоряем этот процесс, понимаете? Магическим образом, таким вот нашей отливочкой, заговоренной свечой нашей, ускоряем этот процесс вашей встречи, образования вашей пары. Те пары, которые должны как бы встретиться как примирение, да, здесь тоже гораздо быстрее это все произойдет благодаря нашей отливочке. Так, сохраните в закладочке эту отливку. И в будущем можете кому-то рекомендовать, поделиться подружкам. Либо даже и себе, может быть, посмотреть придется, да? Жизнь долгая штука. Так, здесь вот вижу взрослую женщину, взрослую, которая уже как бы не надеется, что ли, или уже думает, да мне поздно об этом думать, уже век короткий женский, мое время прошло. Вот такие как будто мысли идут.
Напрасные мысли. Все равно ведь вы хотите, чтобы рядом был достойный человек. И он рядом с вами будет. Я вижу такого человека. Девочки, он свободен. Может быть вдовец, может быть разведен. Все может быть. Опять же, жизнь долгая, да. Всякое бывает. Будет у вас встреча, он сейчас один, да, то есть не будет тут каких-то соперниц у вас. Это новое знакомство идет. Вы знаете, где-то вот по делу, деловой контакт у вас будет, да? Может быть, что-то будете обращаться за советом к кому-то, вот, в учреждении где-то, да? За какой-то консультацией, может быть. Или пригласите, может быть, какого-то специалиста домой, что-то вам там надо будет, да, проверить или, или еще что-то. Деловое будет знакомство, которое человек вас пригласит после этой вашей именно делового разговора на чай там, либо на кофе, на что-то такое. И, как говорится, процесс пойдет. Так, человек такой, знаете, владеющий своими эмоциями, то есть очень, скажем так, крепкая психика, да, человек умеет работать, умеет заработать, умеет дружить, девочки, умеет любить. А у них просто, у него тут не очень-то счастливые отношения за спиной, я смотрю. Вот за его спиной стоит женщина, которая тоже к нему спиной. Они стоят спинами друг к другу. Поэтому это может быть или разлюбили люди друг друга. А бывает еще, что вот не подошли по молодости, да, вот поженились по страсти, а потом оказалось, что совершенно разные. Вот. И так, может быть, знаете, полжизни промучились, не понимая, не принимая друг друга, а потом все-таки дали друг другу волю и свободу. Потому что мужчина без вредных привычек, хороший, совершенно нормальный. Вот. Вот такой мужчина будет у вас скоро, девочки. Мне здесь очень нравится, что нет соперниц, нет вот каких-то качелей, да, что вот просто вы как бы поладите так тихо, спокойно, гармонично и хорошо. Так. Здесь еще кто-то, вижу, ждет, вы знаете, кого? Ну, как были у вас отношения, или, может, жили вы даже вместе. Никак не можете забыть. Может, и сами уже сомневаетесь, нужен он вам, не нужен, но забыть не может женщина его. У вас будет разговор с ним, и вам нужен этот разговор. Вам надо все точки над «и» поставить. У вас с ним будет случайная встреча, но она будет такой серьезной. Вы очень хорошо и правильно поговорите, да, то есть чтобы не было каких-то, например, ложных ожиданий, чтобы вы поняли, вы дальше вместе или уже не надо ждать никого, да, и спокойно дальше идти. Будет серьезный разговор. И тут он будет у всех по-разному, потому что я вижу вот 50 на 50. У кого-то здесь вы попробуете как бы начать сначала, а у кого-то здесь будет такой разговор, который как бы ну, поставит точки над «и». И люди для себя поймут, что уже не надо, нет ожидания, надо идти дальше, просто по дороге жизни. Поняли? Такое тоже видится мне. Вот одинокое вылилось сердце, оно же превращается в такие прямо крылья, и человек как взлетает. Одинокое сердце, которое будет скоро расцветать, потому что оно перестанет быть одиноким. Будет рядышком человек, который вас согреет, который вас обнимет, поддержит в трудную минуту, с которым вы посмеетесь, и можно и помолчать вместе, и погрустить, и посмеяться, да, и разделить и радости, и беды. Да, выход из одиночества идет. Кстати, здесь скорость идет. Почему? Потому что крылья птицы, птица быстро летит. Это идут какие-то очень скорые перемены, скорое знакомство и выход все-таки из одиночества. Для вас, мои дорогие, мои золотые, мои прекрасные девушки, девочки, женщины. Вот. Мужчины тоже могут смотреть, переворачивайте на себя, потому что так же, как и карты, так и воск, скажем так, читаются энергии. Поэтому для вас это все тоже работает. Просто это вы все как бы выслушайте как для себя, как глазами мужчины, вот так скажем.
Так, вот еще вижу женщина, а вокруг вот детки. Одна голова, вот второй. Маленькие как будто, ну или подростки, вот, ну не взрослые еще. Здесь, скорее всего, в семью будет мужчина возвращаться. Потому что именно этого мужчину женщина ждет. Никого другого, хочет своего мужа, своего мужчину, отца своих детей. Вот он придет, девочки, он придет. Он какие-то ошибки довольно-таки серьезные сделал. Может быть, не знаю, может быть и дама там какая-то была. Ну вот я вижу уже, как он нету рядом возле него. То есть если сейчас даже есть, значит будет там он разрывать, он выбор сделает. Здесь возвращение идет вот в семью. Вот это как какая-то женщина или много женщин, да, у кого такая ситуация, вы хотите именно своего мужа. И вот он к вам придет. А там он так разрывает, знаете, как на мелкие кусочки. Вот то, что было там, с кем он там связался, он же сам это все рвет, как вот листочек взять и порвать на мелкие кусочки, да, там из тетради лист. Вот так вот. То есть он туда не будет возвращаться, девочки. Видимо, там попробовал что-то там чужое, ничего там хорошего не оказалось, да? И будет вот возвращаться к вам, вот в семью, к жене, к детям. Вот такое у нас сегодня, девочки, гадание. Вот такие мужчины будут сегодня к вам приходить. И новые для кого-то, и для кого-то те, которых вы уже определили, что вы ждете именно их. Вот такое у нас сегодня гадание, девчоночки. Мужчины тоже. Всех люблю и обнимаю. Будьте, пожалуйста, счастливы. Я еще продолжу этот ритуал уже за кадром, так скажем, да, потому что это ритуал у нас на вызов мужчины. И те из вас, которые даже не услышали вы свою здесь именно историю, ожидайте, ваш мужчина проявится, напишет вам, будет вам звонить, либо окажется у вас на пороге, потому что у нас сегодня это гадание сильное, девочки. Еще дальше буду я проделывать сейчас кое-какие манипуляции для того, чтобы все это произошло и случилось. Все, люблю и обнимаю. Будьте счастливы, мои хорошие. Пока-пока. Спасибо вам, что вы есть у меня.